В Чечне отметили официальную свадьбу Адама Кадырова. Это 17-летний сын Рамзана, который, по сути, является главным преемником отца. О свадьбе рассказала издание «Новая газета Европа». Факт свадьбы подтвердила дочь Кадырова Айшат, которая отвечала на вопросы подписчиков. Вы сейчас на экране можете увидеть ее сторис. Подробнее эту тему мы обсудим с правозащитником Мусой Ломаевым. Он с нами на связи. Муса, здравствуйте. Да, добрый день. Ну вот такой стартовый вопрос. Невеста Адама – это дочь сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. О чем, собственно, сенатор Сулейман Геремеев, известная фигура в Чечне и человек, который довольно много таких громких заявлений делал. Так вот, о чем говорит этот союз? Если бы отбросить ситуацию, которая витает в воздухе о отставке Рамзана Кадырова по состоянию здоровья и прочее, то это было бы очередное рядовое событие, ничем не подкрепленное, ничего такого. Но учитывая, что ходит много слухов о том, что Рамзан Кадыров будет отстранен, не будет отстранен, уйдет в отставку и нет, то считаю, что Рамзан Кадыров в первую очередь заинтересован в том, чтобы из вот этого рядового события делать такое событие высокого масштаба. Угу. Тем временем, если, опять же, обращаться к материалу «Новой газеты Европы», дата свадьбы переносилась как минимум один раз, а может быть больше. И по версии собеседника «Новой газеты», знакомых ситуаций, в первую очередь это связано с попытками главы Чечни добиться для своего третьего сына встречи с Владимиром Путиным. И якобы до этого этой встречи не произошло, потому что Рамзан Кадыров выложил те самые кадры с Никитой Журавелем, где Адам Кадыров избивает его. Вот, собственно, как вам эта версия событий? Действительно ли в Кремле могли таким образом отреагировать на эти самые кадры? И может ли это быть поводом для конфликта? Не думаю, что мы должны рассматривать это в этом контексте. Вне зависимости от того, появились бы эти кадры с Журавелем или нет, встреча с Владимиром Путиным не состоялась бы. Потому что у Рамзана Кадырова нет такого уровня, где он может навязать даже вот на таком уровне что-то Владимиру Путину. Угу. Тем временем, опять же, из этого материала следует, что на свадьбе, среди прочего, присутствовал посол ОАЭ в России, доктор Мухаммад Ахам Аль-Джабер. Так вот, по сути, он и еще многие другие такие представители Ближнего Востока получили приглашение на эту самую свадьбу. Насколько, не знаю, важно для Рамзана Кадырова было позвать именно их? Можно ли говорить о том, что он смотрит в ту сторону? Но учитывая потерянную почву под землей Рамзаном Кадыровым в своем величии, то да, Рамзан Кадыров заинтересован в том, чтобы на такой свадьбе присутствовала как минимум вся верхушка Арабских Эмиратов и всех политиков мирового уровня. Но реальность немножко другая. В арабском мире Рамзана Кадырова, по сути, не знаю как Рамзан Кадыров. То есть как политик, которого долгое время нам пытались навязать, да, вам и нам, чеченцам в том числе. Его знают как человека под другим именем, как бизнесмена, который исправно каждый год привозит определенную сумму денег в арабский мир и вливает в разные бизнесы. Вот как знают этого человека, вот почему может приехать тот или иной бизнесмен или какой-нибудь политик с арабского мира на эту свадьбу, имеется в виду. Тогда, если подытоживать все, что мы сказали до этого, насколько это событие политическое? В данном случае сегодня я получил информацию о том, что ближайшее окружение Рамзана Кадырова просит всех в такой утвердительной форме делать, призывает делать дуа, просить у Всевышнего о здоровье и прочее, особенно сегодня, вот в эти дни, особенно просят делать дуа, просить у Всевышнего о здоровье для Рамзана Кадырова, то возможно, что мы на грани, возможно, мы услышим, что что-то с Рамзаном Кадыровым случилось. Поэтому, да, скорее всего, это политическое событие.
Окей, тогда будем внимательно следить за происходящим и за новостями из Чечни. Правозащитник Муса Ломаев, благодарю вас за этот разговор. Ну а, друзья, напомню, поставьте лайк этому видео, не забывайте про комментарии и не забывайте поддерживать нас. Как именно, в описании есть все способы.